Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале, также постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц. Я сегодня к вам с новым узорчиком, с ниточками, с которыми мы уже работали, но с данной палитрой мы еще не работали. Итак, сразу же хочу уточнить, вы берете любую пряжу, какая у вас есть, подбираете под нее крючок, так? А я покажу вам сегодня, какими ниточками я буду делать образец узорчика. Итак, смотрите, ниточки называются у меня Alize Diva. Идем дальше. Здесь получается в 100 граммах находится 350 метров. Идем опять дальше. Цвет, кому если интересно, цвет на самом деле на камеру передается чуть побледнее, он чуть поярче. Такой, ну, приятный для глаза, не едкий. Цвет 185. Это стопроцентная микрофибра. И нам советует производитель, берите крючок, сейчас сфокусируется, от единички до троечки. Ну, в зависимости от вашей плотности вязания, от узорчика, да. Я буду сегодня вязать крючком номер 2. Вы точно так же берете пряжу, читаете нотацию, подбираете крючок, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Так, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 8 петелек. Я, например, давайте наберу 4 раппорта, 4 жды 8, 32, и одну воздушную петельку, чтобы узорчик хорошо закончился. Итого получается 33 воздушные петельки. Вы, в свою очередь, набираете, сколько петелек вам необходимо, сколько удобно. Итак, все как всегда. Для начала петелька фиксации. При наборе петелек мы ее не считаем. А теперь я набираю 33 воздушные петельки. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 33. Вот мой будущий образец. Далее, как и у многих узорчиках, я рекомендую, особенно новичкам, сделать вспомогательный, так называемый вариант, состоящий из столбиков с накидом, чтобы вы не запутались в воздушных петельках. Итак, 3 петельки подъема. Раз, два, три. Отсчитываем от крючка пятую петельку. Раз, два, три, четыре, пять. Накид. В пятую петельку нырнули, вытянули ниточку и провязали по 2 петельки. 2, 2. Столбик с накидом. Накид. В следующую петельку цепочки точно так же ныряем и провязываем столбик с накидом. И вот так вот мы шагаем в каждую петельку цепочки и провязываем столбики с накидом, сами себя контролируем. Сколько набрали петелек воздушных, столько должно получиться столбиков. То есть у меня 33 воздушные петельки, значит получается 33 столбика с накидом. Ну, у вас может быть больше, может быть меньше, да? Сколько набрали петелек. Итак, первые 3 петельки подъема, это тоже имитация столбика, считаем за столбик с накидом. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 столбиков я уже провязала. Давайте провяжем до конца ряда самостоятельно. В конце ряда встречаемся. Договорились? Давайте, несложно. У вас получится. Так, смотрите. Вот наши столбики аккуратные. Все готово. Теперь приступаем непосредственно к узорчику. Итак, воздушная петелька, поворот. И сюда же, в этот же столбик, верхушку этого столбика, провязываем столбик без накида. Есть. Далее накид. Пропускаем 3 столбика. Раз, два, три. И в четвертый нырнули, вытянули ниточку. Провязали 2 петельки. Стоп. Держим 2 петельки на крючке. Накид. Опять сюда же нырнули, вытянули ниточку. Провязали 2 петельки. Стоп. 3 петельки на крючке держим. Накид. Нырнули, вытянули ниточку. Провязали 2 петельки. Стоп. 4 петельки на крючке. Теперь провязываем первые 3 петельки. Оп. 2 петельки на крючке остались. И последние 2 петельки провязываем вместе. Вот такой вот пышный столбик. Далее 2 воздушные петельки. Раз, два. И опять возвращаемся сюда же к этому столбику и провязываем точно такой же пышный столбик. Раз. Накид. 2. Накид. 3. 4 петельки на крючке. 3 провязали вместе, 2 остались на крючке. И теперь 2 вместе. Опять 2 воздушные петельки. Раз, два. Опять возвращаемся сюда же и провязываем точно так же третий пышный столбик. Раз, два, три. 3 петельки вместе провязали, 2 петельки вместе провязали. У нас как бы сформировался вот такой вот интересный веерочек. Далее что мы делаем? Пропускаем 3 столбика. Раз, два, три. И в четвертый ныряем, провязываем столбик без накида. Угу.
Вот тот самый столбик без накида, с которого мы начали наш ряд. То есть дальше будет только повторение. Итак, еще раз. Накид. 3 столбика пропускаем, в 4 провязываем пышный столбик. Раз, два, три. 3 петельки, 2 петельки, 2 воздушные. Второй столбик сюда же. Раз, два, три. 3 петельки, 2 петельки, 2 воздушные. Раз, два. И третий, получается, пышный столбик сюда же. Раз, два, три. Провязали 3 петельки, 2 провязали. И сразу же переключаемся. Раз, два, три столбика пропустили. В 4 столбик без накида. Не сложно? Не сложно. То есть у вас столбик, вот такой вот интересный веерочек. Столбик, веерочек, столбик, веерочек, столбик, веерочек до конца ряда, смотря какой у вас образец. Угу. Давайте дальше самостоятельно до конца ряда. В конце ряда встречаемся. Так, смотрите, вот наши веерочки готовы. Так, что мы делаем дальше? Мы, получается, закончили ряд столбиком без накида. Так, делаем 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. И по узорчику должно быть 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Итого мы здесь набрали аж 6 воздушных петелек. Дальше смотрите, вот наши 3 столбика. Раз, два, три. Мы берем сейчас за верхушку центрального столбика и провязываем столбик без накида. Есть. Дальше 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. И переключаемся на столбик без накида, который был в предыдущем ряду между веерочками. И провязываем в него столбик с накидом. Есть. Дальше 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. И опять переключаемся на центральный, получается, наш пышный столбик. И провязываем столбик без накида. Опять 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. И переключаемся на столбик без накида. И провязываем в него столбик с накидом. То есть, если внимательно посмотрите, то получается, что у нас ряд выравнивается. Да? Если у нас до этого он был волнистым, то здесь мы его выравниваем. Несложно, да? Согласитесь. И так далее. Шагаете столбик без накида, столбик с накидом, столбик без накида, столбик с накидом. И в конце ряда встречаемся. Договорились? Давайте. Так, смотрите. Вот мы краешек наш выровняли. Дальше что мы делаем? 2 петельки подъема. Раз, два, поворот, накид. И сюда же в этот же столбик провязываем столбик с накидом. Есть. 2 воздушные петельки. Раз, два. И возвращаемся сюда же в этот столбик и провязываем пышный столбик. Раз, два, 3. 3 петельки вместе провязали, 2 петельки вместе провязали. Дальше переключаемся на столбик без накида предыдущего ряда и провязываем сюда столбик без накида. Далее накид. Переключаемся там, где столбик с накидом, и будем за верхушку столбика провязывать вот точно такой же веерочек, который был в самом первом ряду. Итак, то есть получается, мы провязываем как самый первый ряд, только с небольшим смещением в шахматном порядке. Раз, два, 3. 3 провязали, 2 провязали. 2 воздушные петельки сюда же. Раз, два, 3. 3 провязали, 2 провязали. 2 воздушные петельки. И опять сюда же. Раз, два, 3. 3 провязали, 2 провязали. И переключаемся вот на наш столбик без накида. И провязываем столбик без накида. То есть, если внимательно посмотрите, вот видите, да? Вот веерочек, вот веерочек. И получается между ними вот в шахматном порядке располагается веерочек. И так далее. То есть повторяете точь-в-точь самый первый ряд. Угу. Давайте, несложно. И в конце ряда встречаемся. Так, смотрите, вот мы наш ряд с веерочками провязали. Помните, мы начали, получается, пол веерочка. И точно так же мы здесь заканчиваем пол веерочка. То есть мы один пышный столбик провязали и всего лишь только 2 столбика провязали вместе. Далее воздушная петелька, поворот. И сюда же в верхушку этого столбика провязываем столбик без накида. 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. И дальше накид.
Переключаемся на столбик без накида и провязываем столбик с накидом. Опять 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И переключаемся вот на центральный, получается, пышный столбик нашего веерочка и провязываем столбик без накида. То есть мы сейчас повторяем точь-в-точь второй ряд нашего узорчика. Да? Первый веерочки, второй выравниваем ряд столбиками с накидом, столбиками без накида. И то же самое мы будем проделывать и здесь. 3 воздушные петельки и опять столбик с накидом. Не сложно? Вообще не сложно. Все, давайте до конца ряда. В конце ряда встречаемся. Так, смотрите. Вот мы наш ряд выровняли. Да? Далее что мы делаем? Воздушная петелька, поворот. Сюда же в этот же столбик, столбик без накида. И переключаемся вот на наш столбик с накидом. И в него будем провязывать наш веерочек, состоящий из 3 пышных столбиков. То есть, если вы внимательно приглядитесь, так, то получается мы сейчас будем вязать точь в точь, как мы вязали самый первый ряд. Видите, вот наш веерочек, и вот мы над ним провязываем веерочек. Давайте сейчас я провяжу веерочек, чтобы вам наглядно было видно и понятно. 2, 3, провязали 3, провязали 2, 2 воздушные петельки и третий столбик. Сюда же 1, 2, 3, провязали 3, провязали 2, переключаемся на столбик без накида и провязываем столбик без накида. То есть вот, смотрите, видите? Вот наш веерочек, вот этот вот верхний, точь-в-точь повторение первого. То есть сам по себе узор, вы поняли, да, состоит из 2 рядов. Веерочки, столбики. Потом в шахматном порядке опять веерочки, столбики. Но если так посчитать, то получается вертикальный раппорт узорчика это 4 ряда. Первый, второй, третий, четвертый. Опять начинается первый, второй, третий, четвертый. Давайте, я предлагаю вам приложить, ну, я приложу сюда схемку, да, для тех, кто умеет работать по схемке, вы работаете по схемке, сами себя проверяйте. Кто не умеет работать по схемке, новички, посмотрите, она очень простая, очень легкая, очень доступная. Вы поймете, где столбики, где пышные столбики, где воздушные петельки. Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков, посмотрим, что в итоге получится. Уже понятно, что будет очень здорово. И встречаемся через несколько рядочков. Договорились? Давайте. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот такая красота получается. Для контраста специально поменяла фон, чтобы вы видели всю прелесть данного узорчика. Видите, вот такой вот он. Возможно, вы выберете сторону эту для себя лицевую. Мне кажется, с этой стороны более выпуклые пышные столбики. С этой стороны они как бы такие гладенькие. То есть выбираете сторону, и такая у вас будет лицевой. Вот так вот узорчик тянется из данных ниточек. Ну, практически не тянется, видите? Вот. Вот такая красота. Угу. Давайте замерим красоту. Смотрите, если я, например, набирала 32 воздушные петельки, моя рука, моя пряжа, мой крючок, да, то есть, ну, как бы плотность вязания моя, то в моем случае сегодня это получается вот, ну, 13 сантиметров. И тут получается у нас каждый веерочек это 2 ряда. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Так, потом последний 15 и набирала 16. То есть 16 рядочков. Сколько это будет в сантиметрах? Это, ну вот, 12 сантиметров. Вот такая красота. И заметьте, что когда заканчиваете ряд, да, вы можете закончить его как? Вы можете оставить его волнистым, да, а можете выровнять ряд и просто провязать столбики с накидом, как в самом начале. Все. И вот у вас, если хотите, например, палантинчик, шарфик, снудик, что хотите. Обязательно нужно попробовать из любой пряжи, потому что будет выглядеть очень интересно и зимний, и демисезонный, да, с добавлением и бамбука, и мохера, и так далее, и так далее. Разные пряжи, видите? Он будет выглядеть по-разному. Возможно, вы захотите использовать остаточки ниточек, тоже будет интересный, да? То есть у вас будут листики, каждый ряд новый цвет листиков. Почему бы нет? Угу. Ну, в моем варианте это получается летние, да, что топики-маечки, летние шарфики, палантинчики и так далее. А если это зимний вариант ниточек, то, естественно, это зимние изделия. Угу. Если вязали данным узорчиком, рассказывайте, что вязали, нам будет интересно, какими ниточками. Если не вязали данным узорчиком, то подкидывайте идейки, что можно связать, что вы видите в данном узорчике, какие изделия. Угу. Надеюсь, видео сегодняшнее вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик. Самый верхний должен быть темненьким, чтобы
не пропускать новинки. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях, а также нажимайте под видео на плюсик. Так вы сохраните видео себе в свои плейлисты. Можете свои плейлисты по-любому называть, как хотите. И затем смотрите в любое удобное для вас время. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.